Каждый день в мире происходит что-то ужасное, и никогда не знаешь, чего ожидать от людей в этом огромном и странном мире. Сегодня я расскажу вам историю, которая действительно шокирует и в то же время радует. Жителям российского Ярославля надолго запомнится эта жуткая история. В один прекрасный день они услышали детский плач из одного заброшенного дома. Сначала людям казалось, что плачут сразу несколько детей, более того, рыдания не прекращались несколько часов. На следующий день все повторилось, и тогда граждане решили обратиться в полицию. Когда полицейские вошли в этот мрачный дом, они были шокированы. В темной комнате на грязном полу лежал перепачканный, давно не мытый годовалый ребенок. Никого из взрослых рядом не было, хозяева съехали, забрав с собой все вещи и бросив малышку на произвол судьбы. Ребенка пришлось немедленно госпитализировать. В больнице врачи диагностировали у девочки перелом бедра и сильное истощение. По словам медиков, малышка провела одна в заброшенном доме примерно неделю. Полиция выяснила, что девочку зовут Элиза Вербицкая. Были предприняты бесчисленные попытки отыскать ее родителей, но это не принесло никаких результатов. Лизу ожидала печальная участь, жизнь в детдоме, пока ее кто-нибудь не захочет удочерить. Когда Лиза попала в больницу, некая женщина по имени Инна навещала своего сына, она услышала истошный рев ребенка за стеной и решила выяснить, что происходит. Женщина узнала историю ребенка, после чего стала навещать ее, принося подгузники и игрушки. У Инны было вторые детей, и она никогда не задумывалась, чтобы усыновить кого-либо, но она настолько привязалась к Лизе, что не могла больше жить без нее. И спустя пару месяцев получилось уладить все вопросы с документами, после чего Инна забрала девочку к себе домой. В 2 года та все еще боялась громких звуков и не могла нормально ходить. Через год приемная мама отправила девочку изучать танцевальное мастерство в надежде, что танцы помогут малышке преодолеть трудности и стать физически более крепкой, сработало. Уже через пару лет Элиза превратилась в жизнерадостную девочку. Когда пришло время идти в школу, никто не мог подумать, что у этого ребенка когда-то были серьезные проблемы. Девочка внешне отличалась от других детей, поэтому привлекала к себе внимание. Одноклассники поначалу дразнили ее цыганкой и шоколадкой, но Лиза была очень солнечной, за что ее все и любили. «Она не стыдится себя», — сказала Инна. «Когда Лиза была маленькой, я сказала ей, что многие будут с интересом смотреть на нее, но не стоит обращать на это внимание», — произнесла Инна. Лиза стала победительницей многих танцевальных конкурсов. Скоро девочка выиграла в детском конкурсе красоты, и тут внезапно объявилась биологическая мать Лизы, которая когда-то оставила ее умирать от голода. Она заявила, что хочет видеть дочь и имеет на это полное право. Естественно, женщине отказали, ведь она даже не смогла объяснить, по какой причине бросила беспомощного ребенка. Теперь только Лиза вправе решать, встречаться ли ей со своей биологической мамой. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного, а также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете по поводу этой истории.